Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про Infinity Talk. Я вас научу делать вот такие вот видео. Сюда слушай, буду историю бацать. Стою в вагоне, час пик. Все давятся, как сардины. Какой-то тип начинает лапать меня сзади. Я улыбаюсь, разворачиваюсь и шепчу ему в ухо. Идем в Озон получать товар. Рядом с пещерой удобно. Раньше приходилось на телеге гонять по каменным перевалам в соседнее убежище. Не успел я до темноты в убежище попасть. Сходил за хлебушком, придется делиться ногой. Оставили открытый люк, это, между прочим, крайне опасно. Кто-то может упасть, ногу сломать. Напишу в добродел на местное ЖКХ. Радуемся мелочам. Теребим свои вкусовые сосочки, все не так уж и плохо. Озонная дыра скоро зарастет. Да, я часовщик. Я могу управлять временем, но вспять его не повернуть. Увы, на вершине горы тебе видно многое, но слишком все мелкое, чтобы оно имело значение. А у подножья не видно мелочей, впрочем, как и всей картины. Сегодня поговорим про Infinity Talk, который является очередной вариацией Multi-Talk. Infinity Talk – аудиоуправляемая модель для синхронизации и генерации видео, ориентированная на непрерывное создание сцен, то есть сцен с неограниченной длиной. В отличие от классических решений, где изменяется только часть лица, губы, Infinity Talk охватывает всю фигуру, синхронизируя мимику, движение головы, позы, эмоции, и все это синхронизировано с аудио, сохраняя при этом идентичность исходного видео или изображения. Модель поддерживает генерацию как из видео в видео, так и из изображения в видео, при этом обходя ограничения генерации коротких клипов. Речь о Infinity Length Generation, то есть о бесконечной длине генерации. Архитектура построена по принципу Streaming Interface, она использует ключевые кадры, reference frames, и контекстные видеофрагменты, чтобы обеспечить плавность и согласованность между частями даже при длительном сценическом воспроизведении. Отдельно разработана стратегия Sparse Frames Dubbing, сохраняет целостность личности и жестов, что критически важно для реализации контента. По сравнению с Multi-Talk, Infinity Talk обеспечивает более стабильную генерацию, меньше артефактов с руками и телом и лучшую точность синхронизации по губам. Проект выпущен 19 августа 2025 года, но уже скоро появится Infinity Talk на базе модели One 2.2, который будет еще круче. Я подготовил для вас схемы для Comfy UI, а также для любителей отдельных веб-интерфейсов. Покажу, как запустить Infinity Talk в One2GP, который многим полюбился за простоту и доступность по потреблению видеопамяти. Оба решения отлично работают, но Comfy UI, как всегда, предлагает более широкие возможности. Давайте начинать и все будем пробовать. Только что увидели моего цифрового аватара, который специально подготовил к этому ролику. Он основан на этой же самой технологии. Вот это вот двухминутное видео у меня заняло 46 минут по генерации. Получается, 1 секунда генерации занимает 30 секунд на карте 5090. Смотрите, сегодня я вам расскажу, как работать с Infinity Talk в One2GP и поделюсь универсальной схемой для Comfy UI. Такая будет большая схема, но она будет разжевана мной и достаточно будет просто пользоваться, если вы посмотрите это видео. Разберем Image плюс аудио to видео вариант, то есть из изображения и аудио делаем видео с одним спикером и с двумя спикерами. Тоже вам покажу, как это делать. Разберем видео плюс аудио to видео. Это получается у нас входное видео, входное аудио, получаем видео. Теперь волнующий вопрос, какие понадобятся ресурсы, сколько нужно будет видеопамяти для работы с этими моделями. Смотрите, веб-интерфейс One2GP использует Int8 модель. В совокупности с их кодом она потребляет немного видеопамяти. Там буквально может и 8 гигабайт хватить, наверное. Ну, 12 точно должно хватить. Но очень много оперативной памяти она потребляет, поэтому если вам оперативной памяти не хватит, у вас будут вылеты. Поэтому увеличивайте файл подкачки, чтобы этих вылетов не было. По поводу Comfy UI, там есть узлы Kijai, которые позволяют выгружать часть видеопамяти в оперативную память. По сути дела, то же самое происходит, что в One2GP, и можно будет подстроить тоже схему под разные потребления видеопамяти. Но также еще и есть возможность выбирать модели GGUF. Я вам сегодня покажу как раз таки модель GGUF, которая уже основана на One 2.2, даже более продвинутая. Мне она понравилась, в принципе, работает очень неплохо. Ну и, соответственно, обычную FP8 модель тоже можно будет применить к этой схеме. По сути дела, такая схема универсальная, она поддерживает множество моделей, но не все модели будут работать. Я вам ссылки приложу именно на работающие модели GGUF и на работающие модели FP8.
Итак, давайте начнем с One2GP. Смотрите, перейдете по ссылке в описании на вот этот пост, скачайте портабельную сборку, здесь вся информация по установке есть, вот есть инструкция, буквально распаковать этот архив нужно будет, его обязательно нужно будет обновить. Скачайте на всякий случай вот этот файл update и обновите это им, потому что когда вы им будете обновлять, у вас будет прописываться requirements, зависимости. И еще есть один момент, у вас должен быть установлен Git, если вы его не установили в систему, то у вас эта команда update вообще не сработает, у вас сборка просто обновляться не будет. А последние, вот эти вот Infinity и другие там различные модели, они доступны исключительно только на обновленной версии One2GP. Итак, после того, как вы распакуете One2GP, обновите его с помощью update.bat, тем файлом, который я приложил на Boosty, вы запускаете его с помощью run.bat. После того, как в консоли появится localhost 7080, зажимаем Alt и нажимаем по этой ссылке, переходим на страницу браузера, автоматически вас так перекидывает, либо можете вот этот вот адрес скопировать, вставить в браузер, если у вас там что-то не сработало. И здесь мы должны выбрать модели 2.1 и выбираем в этом вот большом списке Infinity Single Speak. Смотрите, есть Single и Multispeak. Multispeak для нескольких спикеров, а Single Speak для одного спикера. Давайте для начала Single Speak выбираем. Здесь мы должны вставить какое-то изображение. Давайте возьмем вот такое-то изображение, прям закидываем его сюда. А вот сюда вот нужно будет закинуть какое-то аудио. Давайте возьмем вот такое вот аудио, закинем его сюда. Но смотрите, это аудио очень большое, 25 секунд буквально. Мы можем нажать его, прослушать, можем вот так вот по ножницам здесь нажать и вырезать какой-то участок. Вот так за краешек можем потянуть. Вот такая стрелочка появляется. И здесь можем уже обрезать. Давайте сделаем поменьше, чтобы сейчас просто для примера это все у нас было быстро. Нажимаем Trim, то есть обрезать. И у нас уже получается 6-секундное аудио. И, соответственно, видео будет тоже 6 секунд. Длина видео будет зависеть от того, какой длины ваше аудио. Вот здесь написана подсказка по умолчанию, она, естественно, вам не подойдет. Нужно будет написать свою подсказку. Можете на русском написать, можете на английском. Это модель UMT5, которая здесь используется клиповая. Она понимает и русский, и английский язык, и также другие языки тоже понимает. Я напишу вот такую вот подсказку. Эмоциональная женщина курит сигарету и говорит. А много ничего писать здесь не нужно, потому что есть аудио и есть изображение, с которого, по сути дела, все и будет браться. Поэтому какие-то детальные описания делать не нужно. Но вы можете, конечно же, сделать описание, там, поворот камеры и так далее. Но есть некоторые нюансы при работе вот с этой моделью. Если вы, например, делаете короткое видео, которое умещается в одно окно это 81 кадр. Если в 5 секунд ваше видео помещается, то камера может легко поворачиваться. Как только ваше видео не помещается в один кадр, у вас второе окно начинается с начального стартового изображения, и, соответственно, у вас будет откат этой камеры обратно. Поэтому с поворотами камеры можно работать, но понимайте, что у вас будет откат, скорее всего, в обратную сторону. Далее здесь мы выбираем разрешение, у нас немного здесь доступно, а давайте остановимся 480, самое маленькое, пока возьмем. Вот эти вот пропорции можете не трогать, они у вас возьмутся в любом случае из этого изображения, важно только вот это вот общее разрешение 480p или там 540, может быть 1080 даже, и так тоже работает. Далее здесь мы выбираем количество кадров, которое у нас будет максимально ограничено в этом видео, и здесь мы можем поставить смело вообще полностью прям все до конца, 737 кадров. Дело в том, что наше видео будет ограничено длиной аудиофайла, и от него мы будем как бы и отталкиваться. 6-секундное видео по 25 кадров получается 150 кадров, это будет меньше, чем 737, а это у нас максимальное количество кадров, мы просто ограничиваем. Количество шагов генерации можем поставить 4-5. Здесь я просто смотрю, нет планировщика Flow Match Distill, с которым как раз таки можно 4 кадра ставить. А давайте выберем здесь планировщик Flow Match Chaos Width и поставим все-таки 5 шагов на генерацию. Немножко покачественнее будет изображение, я думаю. Но можно и 4 шага тоже попробовать поставить. А далее Gaudens ставим единицу. Это у нас, соответственно, ускоряет уже генерацию прилично. Нет негативной подсказки, соответственно, нет второго прохода. И генерация где-то будет процентов на 50, может там на 60 даже быстрее. Далее Shift оставляем таким же. Audio Gaudens давайте оставим на 4. Разработчикам так выставлено. В конфиге ставится там, по-моему, 3, 3,2, там что-то такое. Можете поэкспериментировать, различные варианты поставить. Но при 4 вроде бы нормальный результат. Получается, каких-то проблем вроде бы нет. Теперь давайте перейдем в раздел лора и выберем здесь лору, который будет нам ускорять генерацию. Мы можем здесь выбрать и Fusion X лора. Они тоже, в принципе, работают. Но я выберу вот такую вот лору, Lytx 2V, Image to Video, 14 бит, 480p. Ссылку на эту лору я приложу на Boosty. Здесь можем
поднять или уменьшить вес, он прописывается через точку, вот так вот 1 там сколько-то десятых, либо меньше 1 целой, там, например, 0,8 прописываем. А если у вас тут будет несколько лор, через пробел они указываются. Теперь давайте нажмем Generate и посмотрим, что у нас получится. Смотрите, генерация началась, у меня сейчас вот отображается потребление ресурсов, которые расходуются, но у меня выбран самый прям жесткий режим под видеокарту, то есть максимальное количество видеопамяти у меня забирается 26,6 гигабайт, но это опять же максимальный пресет, там есть разные пресеты, я вам сейчас прям кратко покажу. Оперативной памяти у меня опять же расходуется 56 гигабайт с записью этого видео, совместно это там еще можно десятку, наверное, накинуть, но достаточно много все равно. Генерация идет, сейчас можете посмотреть слайдинг Windows. Это первое окно из 2 окон, то есть у нас 6-секундное видео разбито на 2 окна, первое окно 81 кадр и дальше уже там то, что осталось. После того, как первое окно уже сгенерировалось, мы можем сразу же просмотреть то, что у нас получается. Если нас что-то тут не устраивает, то мы можем просто прервать генерацию, нажав на Abort вот здесь. Если устраивает, то просто дожидаемся следующей генерации, следующего окна, и потом уже увидим здесь вторую генерацию. И вторая генерация, вот как раз, которая сейчас получилась, она совместная, то есть первое окно и второе окно слито, объединено вместе. 2,5 минуты генерации шла, и вот такое вот видео по итогу 6-секундное получилось. Давайте я запущу и посмотрите, что у нас вышло. Сюда слушай, буду историю бацать. Стою в вагоне, час пик. Все дарятся как сардины. Так, и давайте я вам немножко расскажу про настройки. Переходим в Configuration, вот здесь выбираем Performance, и вот самый низ здесь опускаемся. И здесь мы можем выбрать профиль в соответствии с потреблением видеопамяти. У меня выбран самый тяжелый профиль, High RAM, вот такой вот. Вы можете поставить профиль поменьше, например, вот 4 или, может быть, даже 5, чтобы меньше потребления видеопамяти у вас было. После того, как вы этот профиль выбрали, нажимаете Apply Changes. Смотрите, пока вот на данный момент здесь нет опции загрузки входного видео вместо изображения. В конфе уже можно загружать входное видео и из него делать второе, другое видео. То есть, грубо говоря, липсинг на видео делать. Вот, но там есть опять же нюансы, работает это не прям вот идеально, я вам эти нюансы расскажу уже в Confi UI. Давайте теперь откроем вот эти вот модели и выберем здесь модели Multi-Speakers, чтобы озвучить сразу нескольких спикеров. Я подготовил небольшую заготовку, вот такое вот изображение входное, 2 спикера будут общаться, и я подготовил вот такие вот 2 файла, которые нам нужны будут для озвучки. Первый файл для мужчины, второй файл для женщин. Давайте я закину, и визуально будет сразу понятно, как эти файлы должны выглядеть. Смотрите, выбираем здесь Voices и вариант вот такой вот Row, то есть у нас в горизонталь как бы спикеры располагаются. Выбираем вот такой вот вариант и сюда вот как раз таки закидываем. Первого спикера это man, мужчина, второго спикера это woman. А далее у нас здесь есть подсказка вот такая вот, что у нас по умолчанию слева будет первый спикер и справа будет второй спикер, ну то есть второй голос, который мы закинули. А далее вот это мы можем отсюда все стереть, вообще удалить это, но подсказку нам нужно будет вот здесь поменять. Подсказку я меняю вот таким вот образом. Интервью, разговаривает мужчина и женщина. Более каких-то подробностей я здесь не пишу, но если там кто-то должен взять микрофон в руку, там, то это надо будет описать, это тоже возможно. Далее переходим, здесь выбираем опять же разрешение, которое вам подходит. 81 кадр это очень мало, конечно, на максимум выставляем, здесь ставим вместо 30, давайте 5 шагов. Далее мы опускаемся ниже, здесь выбираем Flow Match Chaos Width и выбираем здесь CFG единицы. Смотрите, чтобы это все каждый раз не выбирать, мы можем вот здесь вот вверх подняться, записать какой-то пресет, его название там, ну, например, вот так вот Infinity, нажимаем здесь Save и нажимаем Go Ahead Save It, то есть сохранить его. Теперь мы можем выбирать просто этот пресет и нажимать Apply, чтобы он загрузился, каждый раз эти все настройки не выставлять. Но мы еще пока не выставили здесь лора, надо было сначала, конечно же, выставить, а потом уже пресет сохранять. Выбираем здесь лора, вот такой вот Distill, и все, в принципе, у нас теперь все готово. Нажимаем Generate и ждем генерации. Так, ребята, обратите внимание на генерацию. Смотрите, у нас слайдинг Windows 4 из 5 уже прошло. Соответственно, 5 окон в итоге должно быть. Каждое окно оно записывается, то есть мы видим вот эти все промежуточные варианты. Можем эти промежуточные варианты запустить, посмотреть, что там есть. Может быть, нам что-то там не нравится. И, соответственно, если не нравится, тогда Abort нажимаем, останавливаем генератор, чтобы просто не ждать в холостую. По поводу звуковых дорожек, смотрите, звуковые дорожки сюда загружаются вот такие вот. А слева загружается именно первый спикер, а справа загружается второй спикер. Как они будут друг за другом работать? Они будут работать слева направо. То есть слева у нас мужчина и первый спикер, справа у нас женщина и второй спикер. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Выбираем самый последний
вот эту вот видеогенерацию. 20 секунд она у нас занимает. Я включаю звук и давайте послушаем. Привет, Валентина. Я рад тебя видеть у нас в студии. Хочу узнать твое мнение по поводу модели Multitalk. Привет, Николай. Multitalk – очень интересная модель. Это первое доступное решение для локальных систем, чтобы генерировать видео с голосовым сопровождением. Смотрите, вот такая вот генерация по качеству, возможно, вам может показаться, что это плохо. На то разрешение, которое мы выбрали, 480p, это тянет, как бы нормально это выглядит. Если мы, конечно же, поставим там 720p, это будет совершенно другой по качеству. Очень мелкие лица, но на большем разрешении эти лица будут прорисованы гораздо четче, и также и липсинг будет более точный. Но опять же, липсинг, конечно же, на английском языке он более точный, чем на русском. И также, если вы используете два спикера, то это опять же будет менее точно, чем с одним спикером, который имеет там крупное лицо в полкадра, скажем, или во весь кадр вообще. По поводу, где взять озвучку, смотрите, есть вот такой вот ресурс, он называется openai.fm. А вот сюда вот вы можете набить какой-то текст на русском языке, например, там «Привет», да, выбрать здесь голос, voice, видите, подписано. Выбираем, например, вот такой вот голос, здесь выбираем vibe, то есть характер этого голоса, ну, например, professional просто оставим. И нажимаем play, дожидаемся. Вот, то есть он озвучил, можем нажать download и сохранить. Допустимое количество символов здесь достаточно большое, около 2000 символов можно забивать, может быть даже чуть побольше. И эта озвучка полностью бесплатна, никакой оплаты здесь не требуется. Единственное, если вы будете прям очень часто генерировать, и особенно большие тексты, то вам скажут, немножко нужно передохнуть, подождать, и потом заново через несколько минут там у вас станет доступна новая генерация озвучки. Друзья, по One2GP это все. Давайте переходить к ConfUI. Там более обширные схемы, более интересно будет. По поводу установки ConfUI вы можете перейти на Boosty. Вот здесь есть доступная сборка ConfUI. Последняя актуальная версия на данный момент 2.1. Здесь же есть инструкции по установке, но сборку достаточно распаковать. Там, есть, конечно, некоторые моменты, которые нужно знать, чтобы познакомиться с ней. Здесь есть дополнительные видео на YouTube и на Рутубе, с помощью которых вы можете познакомиться с этой сборкой, как ей пользоваться, какие есть у нее возможности. Теперь смотрите, на Boosty скачиваем схему в формате PNG. Это не просто картинка, это схема. Ее закидываем прямо вот так, перетаскиваем в рабочее пространство, и у вас откроется вот такая схема. Некоторые узлы у вас, скорее всего, будут красные, поэтому нажимаем здесь менеджер, нажимаем Install Missing Custom Nodes и устанавливаем недостающие узлы. Если у вас все-таки не получилось установить какие-то узлы, на Boosty мне напишите, я постараюсь дополнить инструкцию, чтобы у вас получилось установить необходимые узлы. Итак, давайте начнем знакомиться с этой схемой. Эта схема может работать как от изображения видео, также от входного видео в изображение. Естественно, здесь же загружается у нас аудио. Мы можем загружать как один аудиопоток, так и два аудиопотока для мультиспика, то есть для двух голосов. Но я вам сейчас все более подробно покажу. Давайте сначала переключимся в режим изображения видео и давайте начнем разбираться с моделями. Смотрите, здесь у нас есть очень много моделей. Вот эта вот вся группа – это загрузка только одних моделей. Смотрите, весь список моделей я вам приложу на Boosty, и там же будут ссылки, в какие папки эти модели располагать нужно. Сейчас я вам тоже буду немножко так рассказывать. Первое, это у нас вот такой загрузчик моделей. Какие модели здесь допустимо выбирать? Модель One 2.1, можно выбрать базовую модель Image to Video, 720p либо 480p. Я вам приложу и ту, и другую модель. Также может быть кодировка FP8, FP16, но также сюда можно выбирать и кодировку GGUF. Например, вот такую модель вы можете выбрать. Прямо здесь выбираем GGUF, никаких дополнительных узлов вам не нужно, прямо здесь выбираем. Единственное, что вам нужно будет сделать, здесь поставить Quantization Disable. Если вы здесь выбираете, например, FP16 и хотите ее перекодировать, например, FP8, то выбираем здесь квантизацию FP8. Если у вас уже готовая квантизация, в принципе, здесь можно просто Disable оставить, и на этом все. Далее, Attention Mode, вид внимания. По умолчанию, если у вас не установлен Triton, Seg Attention, оставляйте здесь SDPA. По умолчанию у вас в схеме вот так вот и будет. Это будет у всех работать. Но если у вас установлен Triton, Seg Attention, то вы можете повысить скорость генерации, выбрав здесь Seg Attention вот этот просто. Seg Attention 3 я потом посмотрю, еще протестирую это, но пока вот так Seg Attention точно можете выбрать.
Соответственно, вот эта вот модель, она находится в папке Models, Diffusion Models. А далее, здесь у нас модель Multitalk. У нас доступны две модели Multitalk, Single и Multi. Если у вас один говорящий, то это Single. Если у вас два говорящих и более, то это уже мульти. Смотрите, эта модель кладется тоже в Diffusion Models, и она у меня находится вот здесь вот. Single и Multi. У меня модели FP16, я вам приложу FP16 и FP8. Далее в VAI мы здесь выбираем WAN 2.1, бывает еще 2.2, это для других моделей, для 5B, а здесь нужна именно вот такая модель VAI. Далее здесь у нас UMT5 модель. UMT5 модель может быть FP8, но на конце должно быть обязательно Scaled, бывают еще другие модели, вот здесь там что-то еще ENC, по-моему, подписано, такие модели работать не будут, только Scaled на конце. Если вы хотите выбрать FP16 модель, то она одна, она доступна то есть для всех схем, то есть и для KGIS, и для базовых схем тоже будет работать. Переходим к загрузчикам лора. Здесь выбираем вот такую вот модель Distill. Вот так вот она полностью называется. Rank 128, BF16. Эту модель следует выбирать, если у вас будет основная модель, которая вот здесь находится, FP8, FP16. Если у вас здесь будет вот такая вот модель GGUF, как у меня сейчас выбрана, то в этом случае не нужно лору вообще никакую загружать, вы ее просто вот так выключаете байпасом. Смотрите, напротив я вам сделал вот такую заметку. Если вы GGUF модель Rapid выбираете, то вот таким вот образом байпас накладываете на вот этот вот узел. Переходим ниже. Здесь у нас есть загрузчик модели LipSync, как раз таки для синхронизации голоса и видео. Смотрите, модель загружается и скачивается автоматически, потому что узел называется Download. Соответственно, здесь вы можете выбрать два варианта моделей. У меня по умолчанию вот такая вот модель здесь выставлена, но можете попробовать и вторую вот такую модель. Возможно, будет более четкий липсинк, то есть синхронизация с речью по губам. Далее Load Clip Vision. Эту модель тоже нужно будет обязательно выбрать. Это для описания изображения, то есть для формирования кондишнинг по изображению входному. Смотрите, я сейчас поставлю вот такую вот модель, это WAN 2.2 S2V, которая прям буквально вышла. Я ее пока еще даже тестирую, несколько только вот видеогенерации на ней сделал. Вот, и, соответственно, лора я это выключаю, потому что эта модель и так ускоренная, в ней уже заложена эта лора. И давайте дальше переходить, смотрите, загружаем вот сюда вот изображение, просто перетаскиваем нужное изображение вот сюда вот. Теперь давайте опустимся чуть ниже, здесь у нас есть группа настроек разрешения генерации. Смотрите, мы сюда вот так вот подключаем входное изображение, чтобы с него взять пропорции исходные. Вот здесь вот ниже мы видим его определенные пропорции. Здесь нажимаем по вот этому вот зелененькому квадратику, и вот это разрешение, видите, оно на автомате сюда вставляется. Этот узел очень большой, у него очень много различных возможностей. Мы можем вот так вот там, да, что-то поменять, и всегда можем к исходному разрешению вернуться. Вот это вот исходное разрешение нам, в принципе, для генерации, конечно же, не нужно такое большое. Нам главное отсюда взять пропорции. Здесь, опять же, можно там для различных моделей там выбирать пропорции, там то, что для них подходит, да, вот такие вот варианты. Но нам сейчас это не нужно. Мы просто сюда подключаем наше входное изображение. Когда вы перейдете на видео, нужно будет вручную вот отсюда из видео переподключиться. Дело в том, что вот эти вот различные реруты там и специальные свитчеры, через них не работает это подключение, поэтому вот только так, видите, вот подключаемся, определилось у нас разрешение того уже видео, которое мы сюда загружали. К изображению перейдем, изображение подключаем, нажимаем сюда пропорцию, поймали, а далее нам нужно разрешение это привести к 0,8 мегапикселя, может быть к 0,7, к 0,6, в зависимости от того, в каком вы разрешении будете генерировать. Вы здесь вот справа можете подсказку смотреть, примерно какое будет разрешение, да. Ну, давайте остановимся на 0,7, вот так вот. То есть вот такое вот разрешение. Нажимаем по вот этой кнопке, и вот это вот разрешение, которое у нас было, оно с сохранением пропорций приводится к вот такому вот количеству мегапикселей, потому что там у нас изначально было значительно больше. Но еще не все. Если мы сейчас так оставим, то у нас генератор, скорее всего, выдаст ошибку, потому что многие пропорции, даже вот такие вот, они не подойдут для генерации на WAN модели, потому что WAN модель должна генерироваться кратно 16 пикселям. То есть каждая из сторон вот этих вот должна быть кратно 16 пикселям. Поэтому здесь выставляем 16 вот таким вот образом и нажимаем Snap, привязать. И уже каждая из этих сторон округляется до ближайших 16 пикселей. То есть вот такие вот разрешения уже будут пригодны для работы. Вот в этом вот узле мы выставляем максимальное количество кадров, которым будет ограничено наше видео. Если мы там какое-то большое совсем видео будем делать, то вот больше 3000 кадров оно не получится. Но на самом деле можем здесь и больше поставить.
Смотрите, теперь давайте перейдем вот сюда вот выше. Здесь у нас подсказки. Есть у нас позитивные подсказки, есть негативная подсказка. Негативную подсказку вы в принципе можете не менять. Почему? Потому что я вам показываю вот варианты генерации либо из дистиллированной лоры, вот такой вот, которую мы отключили, да. То есть, если мы ее выбираем, то мы, соответственно, там и настройки выставляем такие, что негативный промпт не участвует в генерации. Если мы выбираем здесь Rapid, вот такую модель GGUF, то опять же у нас выставляются такие настройки, что негативный промпт не участвует в генерации. Поэтому негативный промпт нужен будет только если вы будете работать на полноценных моделях и без всяких ускоряшек. Но такие генерации будут намного дольше, поэтому то, что я вам показываю, это быстрые генерации на 4 шагах, а не на 20 шагах. Соответственно, по времени это будет намного все быстрее. Поэтому ориентируемся здесь только на позитивный промпт. В позитивном промпте здесь пишем, что у нас в сцене должно происходить, причем позитивного промпта модель слушается достаточно неплохо, ну, как модель WAN 2.1 или 2.2. Но когда вы здесь будете выставлять смену камер, приближение, удаление, смену положения, там какие-то грандиозные изменения в сцене, помните об одном, что у вас здесь не простая модель WAN 2.1 или 2.2. А здесь у вас модель, грубо говоря, Multitalk, Infinity Talk, которая работает по вот такой вот схеме. И в такой схеме у нас наша генерация разделяется на несколько окон. Первое окно это 81 кадр, видите, то есть в One2GP это не было видно, здесь это видно. Это вот такие настройки, то есть у вас одно окно 81 кадр. В это одно окно у вас подается входное изображение через вот такую вот модель Clip Vision. Эта модель формирует кондишнинг, ну, грубо говоря, Embedded здесь оно называется. И вот эти вот инструкции, которые подаются, они ваше изображение, вот это вот начальное, будут вбивать на каждом окне в самое начало. Вот смотрите, пример я вам сейчас покажу. Как раз таки здесь я пытался приблизить лицо персонажа во время того, как он будет говорить. И смотрите, что получается. Приближается. Видите, он приблизился, и бац, и второе окно начинается, и такой прыжок назад, то есть отдаление происходит, опять же прыжок. И вот каждое окно, оно пытается восстановить исходный вот этот начальный кадр, который был ей подан. Ну, по сути дела, там и подается в каждое окно в начало вот такой вот начальный кадр. Поэтому будут вот такие прыжки. Вы будете там пытаться как-то это избежать, промптом, может быть, еще чем-то. Но просто помните, что эта схема вот такая, то есть она разбивает вашу генерацию на окна. А почему это вообще происходит? Потому что модель WAN 2.2, она генерирует 81 кадр. Бесконечные такие видео она не может генерировать. Эта схема, она как раз-таки использует вот такой прием с начальным кадром. Это сделано для того, чтобы просто не потерять связь с исходным изображением, чтобы, в общем-то, консистентное видео в итоге получилось. Но эта схема все-таки для того, чтобы просто ваше видео делать вот в таком вот более-менее статичном виде. Там что-то может на заднем плане перемещаться, какие-то небольшие движения могут быть в кадре, там мороженое там вниз опустилось, поднялось, а может там поворот головы какой-то быть легкий, там рука поднялась, опустилась и так далее. То есть это разговор в таком вот виде. Если вы хотите сделать просто другой кадр, сделайте себе изначально другой кадр там в каком-то другом варианте, там в повороте, да, и уже как бы другой кадр потом закиньте и сделайте продолжение видео по аудио, то есть аудио просто нарежьте на нужные части, да, а вторая часть у вас будет вот уже с другим начальным изображением, и в таком вот варианте вы сможете как бы делать уже какое-то, скажем, более сложное видео, но вот именно это видео его так повернуть у вас не получится, то есть как просто с моделью WAN 2.2 там, ну только бесконечно можно сделать, да, это просто чудо было бы, потому что модель 2.2 на 81 кадр генерирует, это нужно помнить. Но раз уж мы вот к этой группе перешли, здесь у нас исходное изображение, либо секвенцию изображений, давайте нажму Run, чтобы посмотреть, что у нас тут отображается. Смотрите, мы здесь приводим наше видео к определенным размерам, то есть вот это апскейлер, то есть мы отсюда подали ширину и высоту, которую мы здесь настроили, да, вот в этом узле Resolution Master, подали сюда, соответственно, мы это изображение проапскейлили, если будет эта секвенция из вот этого вот части, то это у нас будет секвенция, каждый кадр апскейлится. Далее здесь мы видим превью и разрешение, которое у нас на выходе будет. Загружаем это все в такой вот узел, который называется One Video Clip Vision Encoder. Здесь мы можем выбрать силу этой Clip Vision модели. Далее мы передаем это все в такой вот узел, который называется Multitalk. Сюда у нас подается размеры изображения, которые будут генерироваться, ширина и высота, тоже берутся вот из этого узла. Соответствует тому, что мы там настроили в Resolution Master. Далее сюда у нас подается Start Image, начальный кадр, вот отсюда уже,
который пропскильный, вот такого вот разрешения. Сюда у нас подается image embedding и Y подается. Это все кодируется и передается вот такой вот узел генеративный, в котором сейчас происходит как раз таки генерация. One Video Sampler. Это мультифункциональный узел, здесь очень много возможностей есть у этого узла. В данном случае задействованы у нас вот такие вот выходы. Модель задействована, Image Embedded, то есть начальные изображения задействованы. Text Embedded формируется отсюда из промпта, и вот такой специальный узел кодирует то, что мы там написали с помощью клип-модели UMT5. Далее сюда у нас подается Unit 3S Embedded, это не для изображения, это для видео. Но про видео мы сейчас поговорим потом, я вам сейчас расскажу. То есть с изображением это связи не имеет. То есть это не работает, когда изображение подключено, только когда подключено видео. Дело в том, что видео нельзя подключать в samples и нельзя его вообще никак не подключать, оно работать не будет. Будет браться только один начальный кадр, а таких схем на самом деле видел. Я много схем перебрал, потом пересмотрел. Есть только вот такой вот вариант передачи Uni 3C, но это также там есть некоторые нюансы все равно. Ну и также у нас сюда подается мультитолк. Смотрите, мультитолк это у нас сейчас про аудио пойдет, мы сейчас обязательно это тоже рассмотрим. Сейчас мы давайте закончим вот с этим вот сэмплером. Какие настройки? Смотрите, настройки 4 шага у нас используются, это минимальное количество шагов и максимальное тоже для вот такого вот сэмплера и планировщика. Это у нас вот вариант Flow Match Distill, в One2GP такого нету, там Chaos Width только вот такой есть. А здесь есть Distill, ему нельзя ставить больше шагов, там 5-6, он просто работать не будет, он у вас вызовет ошибку и скажет, что нужно поставить меньше шагов, 4 это максимум. И при 4 шагах он отлично работает, я пробовал здесь и некоторые другие сэмплеры, правда не все сразу скажу. Вот Euler пробовал, там DPM++ пробовал, и вот с руками, особенно когда там какие-то сложные движения в сцене, были у меня нарушения, вот с Эйлером я точно помню, а вот с Flow Match Distill нарушений не было, то есть руки очень четкие, то есть все консистентное, собранное. И к тому же этот планировщик очень быстро работает, на 4 шагах вполне пригодное решение для генерации. То есть я думаю, вы это оцените, все-таки 4 шага там по сравнению с базовой моделью 20 шагов, это намного быстрее. А CFG мы здесь оставляем единицу. Почему? Потому что используем дистиллированные модели, либо лоры, да, то есть вот эти вот лоры, которые ускоряют генерацию, они не работают с CFG, там больше единицы, то есть здесь должно быть CFG единица, соответственно, негативный промпт, как я вам и говорил, он не работает, его, в принципе, можно вот так вот было бы свернуть, чтобы просто на него не смотреть, то есть он не имеет силы. Далее у нас есть Shift. Здесь мы можем поставить поменьше значение, будет такое более контрастное, что изображение. Ну и все остальные настройки здесь также остаются. Вот это вот узел, это интерполятор. Вы можете из одного кадра делать 2. Соответственно, если вы здесь делаете из одного кадра 2, то есть вот так вот включаете его, он будет интерполировать, и вместо 25 кадров у вас получится 50 кадров. Но тогда не забудьте и здесь поставить 50 кадров, иначе у вас видео будет просто замедленное. Если вам более плавное видео какое-то нужно для каких-то там целей, то можете вот этим интерполятором воспользоваться. Это у нас декодер. Тоже важный момент. Смотрите, декодер по умолчанию работает без тайлинга. Если у вас видеопамяти не хватит, то на вот этом узле у вас может быть ошибка, то есть просто нехватка видеопамяти. В этом случае обязательно включите вот эту вот галочку. Это тайлинговый декодер. Смотрите, если вы включаете эту галку, то у вас декодирование будет медленнее, потому что оно будет плиточное, и будут еще некоторые потери в декодировании. Но вот здесь потери не такие существенные, как если вы включите плиточный энкодер вот здесь. Вот это энкодер. Здесь у нас кодируется в латентное пространство, то есть изображение как бы на начальном этапе кодируется и на начальном этапе накапливает погрешности. Но без необходимости не включайте вот эту вот галку, потому что будут потери прямо на начальном этапе еще до сэмплирования, до генерации видео. А вот на конечном этапе все-таки потери будут, но они уже не столь существенные, как на начальном этапе. Кстати, видео вот у нас сгенерировалось. Я сейчас звук не буду включать, то есть, ну, вот такие вот видео получаются вполне неплохо и достаточно стабильно. То есть каких-то там проблем, там дефектов нет, даже если будут большие какие-то, скажем, видео, то они тоже вполне нормальные. То есть он там будет говорить и говорить, вот на одном месте так стоять, там что-то показывать. Далее, теперь давайте уже перейдем вот к этим вот группам. А здесь у нас загрузка аудио. Если у вас один спикер, то вот эта вот группа нижняя вам вообще не нужна. Она включается вот таким вот выключателем, то есть что все
удобно было. Здесь у нас загружается аудио, вот мороженое там, да, что-то было. Можем подгрузить какое-то другое аудио, какое-нибудь вот такое. Соответственно, мы здесь можем просмотреть предварительно, да, сколько у нас по длине это видео получится, чтобы не запускать всю схему. Правую клавишу здесь нажимаем, выбираем Q Selected Output Nodes. Это из RG-Free узлов доступны становятся такие функции. И у нас получается 8 секунд. Соответственно, наше видео конечное будет 8 секунд. Если мы здесь нажмем play, то мы сможем прослушать эту музыку. Я вам сейчас пока не буду это все включать. Сможете сами прослушать. А далее, этот узел тоже непростой. Он позволяет разбивать это входное аудио на части. Можно отрезать начало. То есть вот здесь ставим, например, там 21 секунда, да, или там 5 секунд там, с самого начала. А здесь мы можем отрезать с конца. То есть, например, у нас с 5 секунд мы отрезали, и дальше у нас идет сколько продолжительность будет от вот этого начального участка времени. То есть 5 секунд еще, например, там, ну или давайте 8 секунд. То есть у нас отрезалось как бы начало на 5 секунд и взялась продолжительность аудио еще 8 секунд. То есть в итоге получилось 8 секунд вот с этого момента, с 5 секунд. Зачем это нужно? Да? Видите, здесь я вот заметочки какие-то делал. Это я оставил тоже на всякий случай, чтобы вы представляли, как вот, например, можно собрать клип целый. Да? Вот я клип когда делал, я брал, то есть сначала прослушивал это аудио, да, например, там прослушал, вот на вот этом моменте, к примеру, мне нужно остановиться. Вот, я беру, здесь делаю пометку, там 5 секунд, чтобы потом просто не забыть. И все вот эти временные интервалы я указывал просто вот так в нот. У меня, например, с нулевой сначала секунда начинается, и потом до 8 секунды там, да, ну, к примеру, здесь большое аудио там на 2 минуты. То есть я остановился на 8 секунде. Все, у меня получается 8-секундное аудио, и ролик будет 8 секунд. Далее я сгенерировал это все. У меня получилось видео выходное, я его сохранил. Далее перехожу опять к этому узлу. Здесь у меня все равно загружено большое аудио. Я могу дальше здесь менять. Я уже переставлю 8 секунд в начало. То есть я уже начало сгенерировал. То есть под начальную вот эту вот аудиодорожку я здесь сгенерировал. Соответственно, ставлю 8 секунд здесь. А здесь уже продолжительность подбираю. То есть какая-то вот логическая остановка, например, там на 7 секунде, да, но вот здесь выставляю, значит, 7 секунду. Теперь заново запускаю генерацию, генерирую уже там с другим изображением это все. Далее, потом продолжаю, да, я здесь уже выставляю 8 плюс 7, у меня получается 15, да, 15 секунд. И далее я выставляю здесь опять же там 8, например, секунд и генерирую следующий участок. И вот такими вот как бы участками я набираю. Единственное, что заметил, что если здесь вы будете ставить не целые числа, здесь возможно, кстати, вот именно вот в этом загрузчике аудио ставить не целые, вот такие 8,2 секунды там. И здесь, соответственно, у вас там получится 8 там и 6, там какие-то еще там десятые. А здесь какое-то округление все равно есть. Смотрите, здесь если вы выбираете все-таки 8,2, например, десятых, то добавьте хотя бы там еще где-то 3 десятки на перекрытие на всякий случай. Так, теперь вот этот вот узел. Это у нас audio separation, то есть он разделяет у нас басы, барабаны, другое и вокал. В нашем случае мы привязываемся к вокалу и по вокалу будем формировать липсинг. Поэтому вокал нам отсюда как раз таки и нужен. Мы его подаем в такой вот узел, который уже дальше будет конвертировать нашу входную аудиодорожку в embedded, то есть в инструкции для генерации. В принципе, вырезается неплохо вокал, но не идеально. Есть онлайн-сервисы, которые вырезают вокал немножко получше. А есть вот такой вот сервис, который называется Vocal Remover. Вы можете загрузить дорожку и на выходе получить отдельно аудио, отдельно музыку. И вот таким вот как раз таки вот инструментом я воспользовался. И вот отсюда я как раз таки забрал отдельно вокал и его уже подавал просто на вход вот сюда вот. Это на самом деле не очень удобно, если у вас есть какие-то промежутки без пения, скажем, без какой-то речи. Там музыка это играет, да, и вы к ней хотите тоже как-то привязаться и менять кадр по этой музыке. Но мне показалось, что так немножко липсинг поточнее работает. Вот опять же можете попробовать и действующим инструментом воспользоваться. Он в принципе тоже отделяет вокал. Вы сможете вот здесь прослушать, что в итоге получается. Здесь мы видим длину нашего видео, которое получится. А здесь мы сможем уже четко увидеть, какое количество кадров у нас на выходе будет. 179 кадров. А здесь мы можем выставить FPS 25 кадров в секунду. Нормально работает, но неплохо еще работает 20 кадров. Вот начальное превью, где я вам объяснял, что такое Infinity, там выставлено было 20 кадров, немножко поплавнее это все было. Если вам нужно больше немножко динамики, более оживленное что-то,
вот как в клипе там, то это 25 кадров обязательно выставляете. Вот здесь тоже сейчас выставлено 25 кадров. Но если движений очень много, что-то там неестественно выглядит, то выставляете 20 кадров в секунду. Если вы выставляете 20 кадров в секунду, не забудьте вот здесь вот в конечном вот здесь узле выставить тоже 20 кадров. Если не выставите, то будет рассинхрон полный вообще. То есть 25, значит там тоже 25. Если здесь 20, то и там тоже 20. Вот эти вот FPS, они связаны. По идее, можно было бы вынести в отдельный узел, сдавать где-то в одном месте, чтобы уже не перепутать. Но здесь это не вынесено. То есть можете уже самостоятельно это все вынести. Также вот здесь можно попробовать задать Audio Scale и Audio CFG Scale. Это выраженность, скажем, вот этой вот подсказки по аудиодорожке, которая будет выражаться уже с помощью мультитолка в липсинге. Возможно, какие-то другие значения могут работать немножко получше. А если вы будете использовать две аудиодорожки, вот эта вот пара, ее нужно обязательно выбирать. А мультимодель требует вот пара, по-моему, чтобы была включена. Так, давайте, наверное, попробуем поработать с видео, да. Смотрите, вот это видео я сгенерировал на модели WAN 2.2. То есть там я загрузил это же начальное изображение, но не вот это, там было другое. И по нему попробовал сделать так, чтобы персонаж бежал. Давайте сейчас переключимся в режим видео. То есть переключились, у нас сейчас режим видео, и здесь у нас подключается дополнительная модель, которая называется Unit3C. Это ControlNet, который как раз-таки будет переносить основную концепцию видео в генерацию. То есть напрямую он не будет через латент передаваться, да, по секвенции как бы. Вот. Обратите внимание, что здесь я даже специально вывел длину аудио, прям подписал 206 кадров, а здесь у нас 201 кадр получается. Соответственно, здесь вы можете поменять рейт, например. Ну, видео, естественно, немножко замедляется, но чтобы количество кадров выходного видео хватило на аудиодорожку. Если его не хватит, то как и с окнами, при одном изображении видео будет возвращаться к исходнику просто обратно. Поэтому видео должно быть либо немножко длиннее, либо таким же, как и аудиодорожка. Вот в точности выставить не всегда получается, но можно выставить немножко подлиннее видео. Далее давайте звуковую дорожку я тоже сейчас загружу. Перехожу ниже, выбираю звуковую дорожку и загружу, которая была под это видео. Вот этот озон я побежал. Так. Далее здесь, смотрите, я сейчас сброшу все вот эти вот настройки, которые там выставлял на 0. Должно быть на нулях, конечно же, чтобы все аудио бралось как бы и по нему шла генерация, потому что обрезать стоит, если только аудио совсем какое-то большое, то есть там что-то нужно вырезать. Это аудио специально подготовил для вот этого видео, оно там примерно 8 секунд где-то и есть. Далее здесь мы, соответственно, проверяем заново. Давайте правую клавишу нажмем, вот так вот нажмем, чтобы сюда подгрузилось нужное количество кадров, 206 кадров, и здесь 217, подойдет такое. Хорошо, далее мы можем запустить эту генерацию и посмотреть уже, что у нас получится. Смотрите, сейчас вот идет генерация, у меня уже тут сгенерировалось видео, какая-то ерунда получилась, я думаю, почему так вышло. Я забыл подсказку поменять, обязательно меняйте подсказку в соответствии с вашим видео, оно тоже имеет значение. То есть, если вы подсказку оставите, там ест мороженое, как у меня было, то ничего хорошего не получится. Если он бежит, да, нужно описать, что мужчина бежит, там, снимая селфи. Поэтому это прописывайте. И также вот сюда вот смотрите превью, да, если у вас нет вот этого превью, зайдите в менеджер, выберите здесь превью метод, авто, например, и у вас вот такое превью появится после последующего запуска. А зачем оно нужно? Оно в латентном пространстве, в таком вот низком качестве, но вы изначально будете сразу видеть, что у вас получается. То есть здесь, если что-то идет не так, то можно просто уже остановить генерацию и заново там запустить на другом сиде, чтобы просто не тратить время. Видео сгенерировалось, давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Не понравился мне взгляд мужика в черной маске, не похоже на озон-доставку. Лучше в следующий раз зайду, больше не могу снимать, я побежал. В общем, получилось вот так вот. Кстати, модель это WAN 2.2 S2V, она работает совершенно, оказывается, по-другому, я еще не дотестировал до конца. По-другому совершенно работает. FP8 совершенно другие результаты выдает. Он здесь как будто танцует, как будто в каком-то клипе там снимается. Вот там он себя так не вел. Давайте я вам покажу, как FP8 модель себя поведет, и заодно покажу, как переключиться на эту модель. Смотрите, мы вот здесь включаем, соответственно, лору вот эту, и выбираем вот здесь выше уже модель. Эта модель у меня находится Diffusion Models, это базовая модель Image to Video WAN 2.1
720p, но можно 480p выбрать, я думаю, разницы какой-то не будет. И все, давайте заново запустим генерацию и посмотрим, что у нас получится на базовой модели с подключенной LoRa Distill. Кстати, генерация пока идет, да, сейчас пока еще не заменилось вот это вот видео, которое с помощью WAN 2.2 сгенерировалось. Обратите внимание на логотип Озон. То есть там, когда исходное видео было, там логотип только был один Озон. Дальше эти логотипы там не появлялись. Здесь они начинают клонироваться, даже несмотря на то, что он бежит. И в какой-то момент кадр перескакивает, и он как бы на начало откатывается все равно. То есть какое-то начальное положение берется. Ну, что такое непонятное происходит. То есть вроде бы и не как вот с изображением там в обратную сторону, там, да, в начальное состояние. Но вот этот вот логотип, он прям точно выдает, что при следующем окне как бы видео начинается, мне кажется, с самого начала. Но сейчас мы еще дойдем до этого. Давайте посмотрим, что получится на FP8 модели, и потом уже поговорим про этот момент. Смотрите, вот такое вот видео получилось. Давайте посмотрим, что здесь у нас вышло. Не понравился мне взгляд мужика в черной маске, не похоже на Озон-доставку. Лучше в следующий раз зайду, больше не могу снимать, я побежал. Смотрите, вот такое вот видео, в общем-то, оно, мне кажется, более правильное какое-то по сравнению вот с WAN 2.2, но динамики здесь поменьше в сцене. Там оно такое более оживленное, более прямо камера трясущаяся, такое прям более какое-то настоящее. Но клонирование вот этого вот логотипа здесь его нету, и все-таки движение какое-то оно более правильное. То есть вот видео to видео, оно работает, мне кажется, с FP8 моделью и вот с этой Distill LoRa намного лучше, чем с моделью WAN 2.2 S2V. И еще одна заметка: если вы будете генерировать видео to видео, то это будет дольше, чем image to видео. Image to видео работает быстрее немножко. Ну и давайте третий момент разберем. Разговор двух персонажей. Переключаемся в режим image to видео. А сюда закидываем изображение с двумя персонажами, как у нас было в WAN2GP. Та же самая картинка. Соответственно, здесь мы подключаем второе аудио и выбираем здесь нужные нам аудиодорожки. Мы выбираем вот такие вот дорожки, я специально их подготовил. Первое — это мужчина, второе — это у нас будет на второй дорожке женщина. Смотрите, давайте я сейчас нажму вот так вот, выберу Q Selected Output Nodes, и здесь тоже также выберу, чтобы вы могли посмотреть, какой длины эти дорожки. По 20 секунд, то есть одинаковая длина. У первой дорожки сначала говорит мужчина, дальше тишина. На второй дорожке сначала тишина, потом говорит женщина. То есть это вот такие вот равные по длине аудиодорожки, не так, как в WAN2GP. Там у нас отдельно мужчина разговаривает, отдельно женщина, и там это все автоматически сливается. Далее, здесь смотрите, когда мы закинули новое изображение, на автомате оно вот сюда вот подалось, и у нас разрешение с этого изображения входного в точности взялось. Естественно, нам такое большое разрешение не сгенерировать, но это будет очень просто долго. Нажимаем вот сюда, вот округляем до 7 мегапикселей. Можем, конечно же, побольше поставить. Давайте я 1 мегапиксель поставлю, чтобы немножко почетче было. Вот, но это будет для многих многовато, поэтому смотрите, может быть 0.7 для вас будет намного быстрее и доступно для вашей видеокарты. Разрешение мы выставили, но нажимаем, не забываем Snap, чтобы привязать к 16 пикселям каждую из сторон, иначе это все вызовет просто ошибку. И также не забываем поменять подсказку. Подсказка тоже имеет значение, ее нужно обязательно менять. Я написал вот такую подсказку: интервью, мужчина и женщина разговаривают в студии. Все, мы можем нажать Run и запустить генерацию. Это, смотрите, сейчас у меня произошел вылет. Это нехватка видеопамяти. Allocation on device GPU. То есть не хватило видеопамяти. Часть у меня занимает съемка, но, конечно же, большую часть, львиную долю занимает вот эта генерация. Длинная генерация плюс 2 аудиодорожки. Это больше потребление видеопамяти. И также я, кстати, забыл поменять еще модель. Смотрите, сингл у меня здесь стоит. Давайте сразу поменяем на модель вот такую вот мульти. Обязательно это надо было сделать, иначе бы это все равно все не сработало. Смотрите, вот здесь у нас стоит блок to swap, который я вам уже рассказывал. И еще раз напоминаю, если у вас все работало по одному изображению, не факт, что у вас будет и мультидорожечный вариант работать, и работать видео to видео с той же самой выгрузкой видеопамяти в оперативную память. Поэтому здесь повышаем это значение. Я повышу вот так, 25. Вы можете там и больше поставить. Заново запускаю Run. Друзья, сейчас разобрался с проблемой. Смотрите, были вылеты, да, нехватка видеопамяти. Оказалось, что при работе с двумя голосовыми потоками он расходует значительно больше видеопамяти за счет, похоже, каких-то двойных секвенций.
И мне пришлось понизить разрешение до 0,5 даже мегапикселей. Я вам хотел в 1 мегапикселе показать. И мне генерации с одной дорожкой и в 1 мегапикселе генерировались. А здесь нет. То есть 0,5 мегапикселей вот на моей карте это запустилось. Но здесь, конечно же, можно там и больше выгрузить, наверное, еще. Не знаю, я тут и так уже 40 это я с лихвой, наверное, выгрузил. Давайте 30 оставлю. Ну, короче, с 2 дорожками это очень дикое потребление видеопамяти происходит, поэтому, наверное, такое заработает, я так думаю, не у всех. Генерация идет, потребление видеопамяти 96. В общем, короче, потребление памяти просто дикое при использовании мультимодели и двойной дорожки, то есть 2 спикеров. Если мы в One2GP работали, там я вообще не замечал никаких проблем. Там все-таки потребление видеопамяти значительно меньше. Там все в оперативной памяти просто уходит. Но опять же, и модель здесь у меня FP8. Если, наверное, GGUF поставить, там, скорее всего, будет поменьше потребления видеопамяти. Я так думаю, тут тоже, опять же, можно поиграться. Но, честно говоря, мне особо 2 дорожки не нужны. Я особо как-то не заморачивался. Я это проверил. Вот давно я просто не тестировал. Схему-то я уже давно тут пересобрал все, я поэтому подумал, может быть, что-то я где-то в схеме ошибся, но нет. То есть проблема именно в большом потреблении видеопамяти за счет 2 дорожек аудио. Так, ну и генерация у нас получилась. Давайте посмотрим, что там у нас вышло. Привет, Валентина. Я рад тебя видеть у нас в студии. Хочу узнать твое мнение по поводу модели Multitalk. Привет, Николай. Multitalk – очень интересная модель. Это первое доступное решение для локальных систем, чтобы генерировать видео с голосовым сопровождением. Друзья, вот такой вот у нас получилось с 2 спикерами, тоже работает. Единственное, я вам сказал то, что обязательно вот такие вот по 20 минут звуковые дорожки, наверное, нет. Смотрите, есть вот здесь вот пара, а есть это. Вот, наверное, если это выберете, то будет как в One2GP, то есть отдельно одного спикера закидываете, отдельно второго спикера. Вот так, наверное, подготавливать дорожки не придется. И, соответственно, вот здесь тоже нужно будет выбрать тогда это. И вы уже, соответственно, подаете вот эту выходную дорожку уже на запись в конечный вот это вот результат, в конечный узел сохранения видео. Здесь просто нужно вот эти вот параметры уже тогда выставить не на пар, а на это. И здесь, соответственно, да, тоже на это. Вот и все, наверное, вот так вот. Друзья, вот такое вот видео получилось по Infinity Talk. На мой взгляд, очень интересная технология. Более интересно, чем просто генерация. Да? Тут уже с озвучкой у нас, где-то мы озвучку доберем и уже под нее подстраивается видео. На мой взгляд, появится все-таки такая модель, которая изначально поддерживает и движение камеры, и движение сцены, как с моделью One 2.2, только еще и с липсингом. Просто в данный момент все это разбито по окнам, а окна привязаны к начальному изображению и нам не дают, скажем, ширины действий в сценах. Друзья, если вы интересуетесь веб-интерфейсами Automatic Forge и Conf.ui и хотите более последовательные системные уроки, то я вас приглашаю на свои курсы. Более подробную информацию вы можете найти на сайте stablediv.ru, ссылка будет в описании под этим видео. Там же есть контакт администратора, если какие-то вопросы у вас останутся, обязательно их задавайте. Также приглашаю на свой Boosty, там много различных уроков на различные темы и подробные инструкции есть, и также схемы приложены. И приглашаю вас в свои группы Telegram, там я выкладываю новости, которые выходят, которые, на мой взгляд, кажутся актуальными. И вас приглашаю в свой большой телеграм-чат, это большой комьюнити для общения, там вы можете пообщаться с людьми по интересам. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения, всем пока.